Итак, друзья, ну что ж, добро пожаловать в Турцию, добро пожаловать в Кемер. И в этом выпуске мы с вами будем изучать район Чамюва. Я здесь еще никогда не был, покажу отель, который здесь у меня есть. Да, друзья, сегодня еще мы с вами отправимся плюс на турецкие Мальдивы. Нереальные цвета водички. Вы не забывайте подписываться. Ну и погнали смотреть яркую, сочную серию про Турцию, про Кемер. Правильно ли мы выбор сделали, что приехали в Турцию, а не в Сочи? Отношения пренебрежительные, цены офигительные. Что с турками вот случилось? Там занято, там занято. Я даже не понимаю вообще ни одного свободного стола. Скажите мне, где в Сочи такого цвета водичка? Ну а водичка как в бассейне. Просто. Слушайте, реально класс. Сейчас посмотрим, какие цены в магазине. Правда ли или турки прибедняются и врут? Вот, скажу заранее, что, конечно, врут. Зачем плавать в бассейне, когда рядом море? Итак, друзья, ну что ж, добро пожаловать в новый отель, который называется Лариса Султан Бич отель. Находится он в Чамюва. Я здесь еще ни разу никогда не жил, поэтому наконец закрываю свой пробел. Я жил во всех других поселках, там Текирова, в самом Кемере, Бельдибе, Гюйнюк, Кириш. А вот в Чамюва, сложно выговариваемом районе, еще ни разу не жил. Вот, давайте сами зайдем, посмотрим, как выглядит отель. Собственно, отель семейный, в отличие от предыдущего выпуска, в котором я показывал супер развратный отель. Это, наоборот, как раз супер семейный, такой спокойный, тихий отель. Сюда вот можно приезжать там с семьями и так далее. Смотрите, какой холл. Нормально вообще так, слушайте, ну красивый холл. Там внизу находятся различные спа, массажи, спортивный зал, кстати, даже есть. Вот, так что холл громадный и в таком восточном стиле сделан. Так, выходим из холла и сразу попадаем на бассейн. Здесь, собственно, проходятся и анимации всякие на этой точке. Здесь несколько корпусов, несколько бассейнов. Это один из бассейнов. Справа зона как раз с едой. Позже покажу обед. Здесь обеды, завтраки, ужины проходят. Там вон барная стойка. На море сейчас мы с вами прогуляемся. Минус в том, что на море нет барной стойки. Вот, то есть поэтому здесь нужно брать и можно идти, кстати, на море со своим стаканчиком. Вот. Так, а посмотрите, как интенсивно здесь у нас проходит занятия. То ли йога, то ли не пойму что. Смотрите. Я такое впервые вижу. Вы где такое видели? Прям как в бассейне на тренировке. Молодцы. Сожгли все калории. Так что отдых проходит не только на все включено, еще и физические нагрузки включены. Смотрите, не только еда включена. Не, ну это правильно, кстати, слушайте, нормально. Я ни в одном отеле еще не видел, что такое устраивали. Море здесь находится буквально, в 1 минуте. Пройтись немножечко туда, не на первой береговой линии, но недалеко. Вот, но я опять же говорю, это отель семейный. В предыдущем выпуске мы с вами были в Аздам парке. Это самый развратный отель под Кемером. Туда ездят для съема, а здесь, наоборот, семейный. И вот те люди, которые там семьями приехали в Аздам парк, им лучше было бы приехать вот сюда, потому что здесь тихо, спокойно. И как раз если вы вот молодежь, то молодежи, наверное, в этом отеле делать нечего. Я вот вчера здесь весь день провел. Скажу так, что здесь просто почилить, спокойно провести время. То есть такой тихий, спокойный отель. В принципе, нормальный. Вот скажу так, что кормят неплохо. Сейчас мы с вами сходим и на обеды. Вот там несколько корпусов. За этим корпусом еще корпус есть. Сейчас прогуляемся. Да, на баре, кстати, вполне нормальный алкоголь, в отличие от Аздам парка. Здесь наливают прям и виски 40-градусные, и текила 40-градусная, и ром 40-градусный, и коктейли здесь мутят, кстати, нормальные. Мохито есть, даже пина-колада. Вот здесь набор того, что можно заказать. Long Island можно даже заказать. Sex on the Beach, пина-колада. Реально мешают в миксере, красиво делают с молоком. Там голубая лагуна, маргарита, Куба Либре. Вон, короче, они здесь молодцы. Вон, видите, заготовочки под мохито всякие. Сейчас, думаю, мохито возьмем с вами. Так, ну, где вот здесь мохито и мята, и все толпу здесь, и лимончик, и лед. Короче, по красоте. Слушайте, в предыдущем отеле так вообще даже не делали. Здесь они заморачиваются, вон всем здесь готовят.
И, в принципе, вкусно. Вот и ром, и виски можно даже пить чистый. Вот это удивительно. Окей, тешкюрдерим. Все, так что пойдемте с вами заряжаться позитивом. И толкучки нет никакой, кстати, на баре. Вы видите? То есть, если взять там, опять же, Аздам вспомнить, сколько там людей постоянно стоят друг на друге. Здесь как бы так свободно, все и просторно. В этом плане плюс. Вот. Удивительно, что вот в Аздаме наливают плохой алкоголь, а здесь прям нормально, нормально. Вот пару таких бокальчиков и будет хорошо и весело. Так, здесь находится еще и второй бассейн. Если там музыка играет, там различная анимация, дартс и прочее. Здесь мы с вами сквозь пещеру проходим. Слушайте, чувствуешь себя где-то вообще непонятно. Не в Турции, а где-то в Каппадокии, кстати. Во, на следующем выпуске будет Каппадокия. Обязательно подписывайтесь. Выпуски про Каппадокию будут просто вау, бомбиссимо. Там тоже пещеры всякие, подземные города. Это очень круто. И вот этот второй бассейн, здесь такой более тихий. Хотите, смотрите, лежаков полным-полно. Сейчас с вами выйдем на пляж, тоже лежаков хватает. Такой спокойный. Если взять Аздам парк, вот в сравнении просто небо и земля, там фиг где приляжешь, у бассейна мест нету, на пляже мест нету, в столовой мест нету. Здесь все как бы так тихо, спокойно, всем места хватает, вот, никаких проблем, но, конечно, это такой тихий, спокойный, не тусовочный отель. Так, ну что, давайте с вами выйдем на пляж. Самое интересное и самое главное, район Чамюва. Вот, и что хочется отметить, здесь большинство отелей вот разделены, получается, ну, дорогой какая-то. Там дорога проходит, здесь какая-то такая велодорожка. Вот, и у всех отелей пляжи получаются вот через дорогу. Ну, опять же, вторая линия это или какая назвать? Вот просто буквально пройти меньше минуты. Вот там вот за вывеской уже наш отель. Просто переходишь здесь через детскую площадку, здесь там дорожка небольшая, здесь велодорожка, и все. И вот мы с вами уже на нашем пляже. На пляже, как я говорил, нет барной стойки, но можно брать вот там вот пиво. Там вон есть палаточка, где только пиво. То есть, соответственно, коктейли, крепкие там алкогольные не наливают. Там туда отойти, там можно набрать пиво. Да, конечно, минус в том, что бара нет прямо на пляже, но есть такая вот будочка, где можно взять пиво, кофе и там колу и прочее. Просто такие напитки прям рядышком с пляжем. Слушайте, ну на самом деле до отеля дойти буквально минута. Вот можно дойти до отеля, взять мохито, вообще не проблема. Можно было бы эту будочку даже и не ставить. Ну, кому лень идти, там, не знаю, минуту, тот вот здесь берет. Вот здесь и пиво наливают, здесь и кофеек, и кола со всякими штуками такими. Вот, и можно в тенечке здесь присесть, посидеть. Так, ну а это все наши шезлонги, синие, оранжевые и вправо наши шезлонги. Куча свободных шезлонгов, никто друг на друге не лежит. Все он по отдельности, там куча свободных мест. Опять же, вспоминая Аздам парк, когда все друг на друге лежали, чтобы прилечь, нужно прийти было как можно раньше. И здесь формат такой гораздо более тихий, спокойный. Опять же, тишина, никто что-то там не шумит, никакой ни музыки там не долбит, ничего нет. Вон, пожалуйста, ложись здесь, ложись там. Короче, куча свободных лежаков. Ну, давайте с вами выйдем прям поближе к морю и посмотрим вообще береговую линию. Чем она отличается от центрального Кемера и от других районов под Кемером. Так, опять же, вот на первой береговой заняли. Смотрите, вот это, чтобы вы понимали, вот эти кирпичики лежат. Это занято. Кто-то вот вообще просто гениальный человек занял галькой себе место. Ну ладно, вот свободное, судя по всему, есть. Вот, это вообще, конечно, гениально. Кто-то полотенцами занимает, а кто-то галькой уже занимает себе места. Здесь мне все-таки, наверное, больше нравится сам Кемер. В том плане, что там горы ближе. Здесь вот только вот эта часть с горами, гора Тахталы, и то она так далеко. Все, смотришь в ту часть, там лысовато. Все-таки пейзажи в самом Кемере, в Гёйнюке, в Бельдибе, они вот мне ближе по природе, потому что горы ближе. Вот, а здесь вот все, вот 360 градусов вам показал.
Вот так у нас выглядит с вами Чамъюа. Ну, плюс-минус, знаете, по сути, Чамъюа это продолжение Кириша. Вот, то есть буквально там метров 500, и там уже начинается Кириш через речку. То есть речка разделяет Кириш и Чамъюа. Так, ну давайте с вами сразу зайдем в водичку и искупаемся. Но что хочется сказать, что, смотрите, здесь вдоль берега такая небольшая мелкая галька, даже можно сказать почти крупный песок. Вот здесь не больно идти, такая достаточно крупная субстанция. Но вглубь ты туда начинаешь постепенно заходить, там уже такие более крупные булыжнички встречаются и уже побольнее заходить. Минус, конечно, у отеля, что нет никакого там понтона, захода, хотя бы что-то постелили, вот как в Кемере бывают такие спуски. Вон у того отеля есть пирс прям такой большой, здоровый. У нашего отеля нет. Ну, у нас, блин, 4 звезды, а там, судя по всему, наверное, 5 звезд. Так, ну заходим, немножечко больновато. Как всегда. Заход в Кемере и под Кемерье немножечко болючий. Ну все, так потопал, хоп-хоп-хоп, и все, и вот мы в водичке с вами. Вода прозрачная, вода огонь, ну как всегда, все прозрачное, супер. Ну и давайте смотреть, какие у нас открываются виды. Ну все-таки, блин, реально. Ну реально, Гюнюк, Бельдиби, сам Кемер все-таки лучше, чем вот эта левая часть, потому что гор не видно. Вот, все, я, смотрите, вправо смотрю, нету гор. Только остается любоваться самой высокой вершиной, это горой Тахталы. Вот она прямо у нас там виднеется. И то за рекламным щитом каким-то она там плавает. Ну вообще, чтобы понимали, где что находится, там у нас за горой находится уже Кемер, ну точнее, вот здесь, вот за равниной буквально 500 метров, это у нас сами Кириш, там через гору, вот холмик, да, вдалеке, там уже начинается сам Кемер, влево мы смотрим, там у нас Фазелис, вот это Фазелис, кстати, пешком, наверное, можно даже дойти отсюда до Фазелиса, за Фазелисом начинается Тикирова, вот, ну, примерный вот вам ориентир, а Бельдиби и Гюнюки, это еще туда дальше за Кемером в ту сторону, ну, и Анталия находится тоже в той стороне. Ну вообще вывод такой, что если вы хотите движухи, тусовки, вы молодые, энергичные, и вам нужны клубы, там, музыка и прочее, это лучше селиться в самом центральном Кемере. Если вам нужен там спокойный семейный отдых, выбирайте вот деревушки по соседству с самим Кемером. Опять же, вот Кириш, Чамъюа, Тикирова, это все тихие такие глухие деревеньки. Выходишь на улицу, тишина, спокойствие, клубов здесь нет. Чтобы добраться до клубов, и отсюда вот возят за $5, кстати, из отеля. Вот по вечерам здесь не бесплатная поездка в клубы, а $5 стоит поездочка. Поэтому, если вам все-таки хочется там тусовки, я бы вам рекомендовал, наверное, вот да, рассмотреть всякие Аздем парк, Кемер Дрим, я показывал в прошлых сезонах, это все посмотрите, там много интересных, движушных, молодежных отелей. А вот если вам нужна тишина, вы с детьми, хочется спокойствия, уединения, там лечь спокойно, не друг на друге лежать, вон, пожалуйста, сюда приезжаете и вообще со спокойствием размещаетесь. Вот поэтому пишите в комментариях, какой поселок любите вы в Кемере, то есть какой курорт выбираете вы. Вот, я бы сказал, что, слушайте, прикольно пожить и там, и там. Вот я, видите, пожил и в Кемере, и сюда для спокойного такого отдыха приехал. Поэтому и там нормально. Да, кстати, выходить здесь, ну, не так больно, как в центральном Кемере, потому что, говорю, вот где-то здесь на глубине начинается крупная галька, ты поднимаешься, и с полуметра начинается мелкая галька, и она уже не такая больная. Поэтому, слушайте, ну, относительно не критично то, что здесь нет понтона. В принципе, можно и босыми ногами выходить. Ну, а так, как бы, у кого супер чувствительные ножки, в принципе, у меня чувствительные ножки, можете купить коралки, я не знаю, там, за $3 и ходить вообще и плавать, купаться без проблем. Но я не люблю купаться в коралках, потому что я считаю, что ножки должны трогать песочек, ножки должны трогать гальку, по всему этому ходить. Не люблю вообще коралки.
Да, мы сейчас с подписчиками стояли, разговаривали и говорят: Сергей, а не подскажете, правильно ли мы выбор сделали, что приехали в Турцию, а не в Сочи? Стоял выбор за те же самые деньги приехать в Сочи. Ребята, ну, конечно, правильный выбор все-таки в Турцию приехать. Скажите мне, где в Сочи такого цвета водичка? Никаких тебе там ни волнорезов, все у тебя включено. За 200 тысяч на двоих, 100 тысяч с человека, у тебя шикарное море, шикарная природа, вокруг горы, тусовки, инфраструктура, все включено, алкоголь включен, напитки включены, еда включена, рыба каждый день, мясо и прочее. Вот куда можно в Сочи поехать, чтобы было такое, и сколько это будет стоить? Вот напишите в комментариях. Потому что знаю, что подписчики отдыхают сейчас в Крыму за 300 тысяч просто номер. Просто номер. 300 тысяч на двоих. А в Турцию ты приедешь на 200 тысяч. Все включено туром, с перелетом, с проживанием. Поэтому не забывайте переходить по ссылочкам в описании. Ссылки на туры я вам всегда, как всегда, оставляю. Вот, поэтому, ну, я не знаю, кто скажет, что все-таки в Сочи лучше, чем здесь, но напишите, вдруг люди найдутся, которые выберут все-таки Сочи, а не Турцию. Да, кстати, рядом прям с нашим отелем находится Марко Поло, один из таких крутых молодежных движушных отелей. Вот, у него здесь собственный понтончик такой, здесь по вечерам у них грохочет музыка, ну, то есть разница в цене здесь у нас, наверное, в 3 раза. Вот, но опять же, это просто наш соседний отель. Море одно и то же, пляжи одни и те же, вода одна и та же, море одно и то же, но разница в цене за счет там анимации, комфорта, за счет этих пирсов, ну, еда, наверное, получше. Кто, кстати, отдыхал в Марко Поло, напишите в комментариях, как вам такой отель. Ну, здесь много, кстати, крутых отелей. Здесь же и Добидан относительно недалеко находится. Ну, короче, крутые отели под Кемером, многие вот в этом регионе находятся. Вот, кто в каком отдыхал, и напишите вообще в комментариях ваш любимый район под Кемером, и напишите вообще ваш любимый район в Турции, какой вы больше любите. Там, кто-то больше любит Аланию, кто-то больше любит Кемер, кто-то любит Бодрум, кто-то любит Мармарис, кто-то Алюденис. Я вот считаю, что Алюденис топовое место, но, блин, там, честно говоря, скучновато. Вот, но по природе прям топ of the top. Вот, так что вот мы сейчас просто идем вдоль набережной, и это уже вот крутейшая пятерочка, молодежная, движушная. Так, ну а сейчас давайте покажу, как выглядит номер. Собственно, ну не сказать, что он супер большой, он сюда отходим, здесь как бы и шкафчики всякие есть, там и сейф платный, здесь шкаф, в общем, зону, в принципе, куда чего убрать хватает. Вот, но сам номерок не очень-то уж и большой, я бы сказал. Есть холодильник, есть телевизор с российскими там каналами, есть такой стол, есть тумбочка, кровать. На самом деле очень мягкая, я не люблю такие мягкие кровати. Вот, проваливаешься в нее пожестче бы, получше. Вот, ну и главное, это кондиционер. Кондиционер работает нормально, но обратите внимание, как он выглядит. У него нет створки. И, собственно, так делают обычно в дешевых бюджетных отелях, чтобы вам прямо в лоб это все дуло на ночь. И вы на ночь выключали кондиционер, а не постоянно им пользовались. Вот, поэтому специально выломали, это, конечно, большой минус. Ну, я так ложусь немножечко влево, мне особо не дует. Поэтому на ночь я оставляю кондиционер на минималках. Вот, ну и здесь есть главное, что это, конечно, балкон. И балкон с видом, смотрите на что. И на море. Слева море, внизу бассейн, а справа горы. То есть вид вообще 3 в одном. Sea-view, свимминг-пул и Mountain View. Где вы такое еще видели? 3 в одном. Сразу все здесь есть. Вот, ну, виды клевые, прикольные, красивые горы. Опять же, это получается самый максимально высокий этаж почти на крыше. Карлсон живет на крыше. Главный вопрос, наверное, у вас: сколько же стоит такой номер? В общем, стоимость этого номера $90 в сутки. Все включено на одного человека. Но если было бы 2 человека, там разница небольшая. Ну, типа было бы $100 на 2 человек. Собственно, я один езжу, поэтому я немножечко переплачиваю. Все об этом примерно понимают, что одному жить дороже, чем вы там вдвоем разделите
сумма не сильно увеличивается. Вот, ну и главный вопрос, где же покупать все эти туры? Как всегда, ссылочку в описании я оставляю и на бронирование туров, и на бронирование отелей, и перелеты, и все. И плюс там есть промокоды на скидку при бронировании туров и отелей по первой самой ссылочке. Я, собственно, сам этот отель здесь и бронировал, поэтому вам и рекомендую, можно сэкономить до 6000 рублей с путевки, поэтому пользуйтесь, сам по всему миру путешествую и вам рекомендую. Так что ссылочки в описании к видео. Так, ну, туалет, ванная, в принципе, тоже вопросов каких-то особых нет, все нормально, свежая плиточка относительно, все нормально, ничего не пошарпано, здесь такая кабинка, мыльно-рыльных принадлежностей отдельно нет, но они вот в таких вот штучках здесь налиты, здесь мыло, там, судя по всему, шампунь, плюс телефон даже есть, но споласкиватели для ног опять в очередном отеле нет, ни в одном отеле в Турции нет споласкивателя для ног. Хотя вы доказываете, что в мусульманских странах всегда должен быть споласкиватель для ног. Ни в одном отеле еще в Турции не было споласкивателя для ног. Потому что почему? Да потому что здесь галька. Так, ну а сейчас давайте с вами пойдем посмотрим, как проходят обеды в отеле. Но здесь сразу скажу, главное замечание и главный минус в том, что найти свободное место вообще нереально. Я 5 минут ходил, прежде чем мне подписчики уступили место, чтобы вы понимали. Вроде свободный стол, хопа, его кто-то занимает, говорит, а мы уже ждем его. Вот, короче, идешь, но все-таки минус у отеля в том, что, как и в Аздаме, не хватает мест для посадки. Я не понимаю, как так, как они делают вообще места, что на всех посетителей не хватает столов. Просто ты идешь, все занято, кто-то ключами занял, кто-то там тарелкой занял, кто-то чем-то еще, все, вообще ни одного стола свободного нет. Так, внутрь заходим, тоже все столы заняты, здесь занято, прямо занято, вон, привет вам передают, да, там занято, я даже не понимаю, вообще ни одного свободного стола. Так, ну давайте смотреть, что у нас подают, здесь какая-то зона со всякими соленьями, салатами, майонезами и прочими. Так, здесь зона со всякими рисами, всякими курочками, здесь тоже какие-то штуки, здесь картошка, здесь тушеные всякие овощи с мясом, походу говядина какая-то. Здесь у нас какие-то баклажаны тоже тушеные. Здесь рыба. Ну, кстати, на улицу сейчас выйдем, там рыбу прям форель готовят, кстати. Здесь тоже тушеные какие-то овощи. Так, с этой стороны всякие овощи, помидоры, огурцы, лучок. Шум, гам. Здесь, конечно, я говорю, не люблю в таких вкрытых помещениях сидеть, потому что здесь все гремят. Кстати, арбузов много, ну что-то уже разобрали, походу, всякие абрикосы, дыни, апельсины, яблоки, абрикосы, апельсины, яблоки. Так, ну и главный здесь уголок, это на улице, кстати, вот плюс в том, что здесь жарится, опять же, рыбка, форель они здесь что-то готовят, ну быстро разбирают прям. Только положили, уже сразу смели. Какие-то котлетки здесь жареные, здесь лук и тоже какой-то перец. Вот, по вечерам здесь готовят шашлыки, то есть хорошая зона. Кстати, прикольно, что вот здесь в отеле есть открытая гриль-зона, где они что-то вот готовят. Например, в Аздам парке такого не было. Здесь, казалось бы, отель, ну, чуть-чуть попроще, вот, но готовят прямо на улице. Люблю, когда вот эти грили. Плюс здесь, смотрите, судя по всему, еще и шаурму иногда готовят. Он стоит, специальный аппарат для шаурмы. Вот, так что вот такой формат здесь. Так, здесь зона со всякими, опять же, сладости, пахлава, что-то тортики. Здесь тоже всякие сладости. Ну, а как всегда в Турции, целая батарея из сладкого. Я вот этот уголок мимо всегда прохожу. Потому что и так, как бы ты наберешь себе, будь здоров, калорий, хватит на полгода. Здесь, как всегда, в Турции набираешь 5-6 килограммов. И это без тортиков. Если я еще буду подходить к тортикам, то это еще 5 килограмм. Поэтому я тортики избегаю максимально.
Так, в общем, у меня набор получился такой, в общем, и рыбка есть, там и курица есть, и какие-то жареные вот такие штуки. Вот, не сказать, что супер вау, конечно, выбор, нужно постоять, что-то подождать, рыбу нужно постоять, подождать, опять же, нужно подождать, когда столы освободятся, но видите, уже постепенно хотя бы к середине обеда, это уже даже почти конец, ближе ко второй половине обеда уже скоро будет завершаться, столы начинают постепенно освобождаться. Вот, ну, выбрать есть чего, всякие супы, вот я взял, говорю, рыбка жарится, на ужин будет еще круче, вот, сказать, что 5 звезд, конечно, не скажешь, но для четверки, наверное, в принципе, нормально. Главный косяк, главный минус, потому что не хватает мест. Блюд, в принципе, хватает, они подсыпают, досыпают, они появляются. Можно, в принципе, приходить, говорю, к середине обеда, но с местами, даже к середине обеда, с местами проблема. Это как это вообще? Насколько человек рассчитан отель, почему не сделают столько столов? Вот, ну все, всем приятного аппетита, буду это все уплетать. Вот, ну, скажу так, что, наверное, в Аздаме еда была лучше. Вот в Аздаме получше еда. Но здесь лучше алкоголь, кстати. Вот здесь алкоголь хотя бы тебе и мохито наливают, тебе здесь и вот это наливают, и все окей. Вот, ну не знаю, короче, у каждого отеля свои плюсы, у каждого отеля свои какие-то определенные минусы. Так, ну и что, разумеется, есть бассейны, 2 бассейна, в которых купаться. Я на самом деле говорю всегда, зачем плавать в бассейне, когда рядом море. Но иногда перед обедом вот можно зайти на бассейне посидеть. Кстати, после заката, ну ближе к закату тоже прикольно выйти. Нормально, слушайте, красиво, водичка как переливается. Здесь скоро сейчас начнется обед. О, у меня здесь кто-то выныривает, даже подо мной кто-то плавает. Ну, короче, красота. Вот, ну, опять же говорю, с моей точки зрения, когда есть рядом под боком море, купаться в бассейне – это грех. А как считаете вы? Не, бассейн, знаете, хорош, когда там волны какие-нибудь, шторм, дождь, еще там на море не выйдешь особенно. Вот тогда в бассейне самое то купаться. Ну, слушайте, когда аэробика, может быть, анимация какая-то, а вот водное поло здесь тоже у нас бывает. Ну, это понятно, как бы тоже весело. Для веселья в бассейне тоже можно почилить. Итак, друзья, ну что ж, а у нас начинается экскурсия, и мы с вами отправляемся на турецкие Мальдивы. Все, у нас здесь лодочки пришвартованы, наша лодочка вот эта. Заходим и поплывем. Сейчас посмотрим, как выглядит в Турции турецкие Мальдивы. Здесь вокруг красота, смотрите, горы. Здесь такая красота, куча пришвартованных лодочек. Это наша, называется Coral, и пойдемте в нее. Так, ну что, мы уже зашли и сразу практически отправляемся. Лодочка выглядит таким образом. Здесь якорь уже поднимают. Все, отплываем. Слушайте, вокруг природа крутая. Сейчас включат музычку. Здесь можно, собственно, полежать, позагорать на этой палубе, наверху. Внизу всякие столики. В общем, такая крутая сейчас будет у нас атмосфера. Так, ну все, мы отплываем. Давайте покажу мини-обзор палубы, как это все выглядит. Слушайте, ну красота, вокруг вообще горы, все красиво. Сейчас еще включат музыку, атмосфера. Здесь внизу, видите, столики, собственно, за столиками можно что-нибудь прикупить там. Собственно, это напитки не включены, пиво, как всегда, отдельно там оплачивается. Напитки алкогольные, там и фанта, и спрайт, это тоже все отдельно. Позже у нас будет здесь обед. Ну и наверху можно, собственно, тем, кто любит загорать, посидеть. Там ветер, конечно, дует сейчас наверху, пипец. Вот, ну и вот такая здесь зона, где можно просто прилечь и позагорать. Слушайте, ну ничего себе, у нас здесь есть даже собственное джакузи. Ребята, где вы такое видели? Кстати, впервые вижу, чтобы на корабле было джакузи. И с такими видами лежишь здесь и кайфуешь. Ну, я думаю, на экскурсии в рамках нашей программы вряд ли ее включат. Ну, фиг знает, может быть, если включат, я искупаюсь для вас специально.
Ну что, друзья, у нас первая остановка, американская бухта. Следующая остановка уже будут как раз турецкие Мальдивы. Они отсюда видны. Некоторые, кстати, приезжают сюда и думают, что вот это уже Мальдивы. Нет, ребята, Мальдивы. Следующая остановка. Вон они там виднеются. Остров прям один в один, как на Мальдивах. Я недавно был на Мальдивах, сейчас сравним с вами. Вот здесь, смотрите, какая невероятно прозрачная, чистая вода. Лодок совсем немного. То есть приплыла наша такая достаточно большая лодка, вторая достаточно большая лодка, и вон мини-мини совсем малюсенькая лодочка. 3 лодки на весь пляж. Вот, и вода прозрачнейшая. Да, друзья, ну а экскурсии, как всегда, в Турции я рекомендую вам брать в Империи туризма. Я уже не первый сезон езжу с Империей туризма, и в Алании экскурсии брал, и в Кемере, и в Сиде вы будете. В общем, в любом регионе Турции приезжаете на отдых и берете экскурсии по лучшим ценам в Империи туризма. Я с ребятами уже не первый сезон путешествую, и не только по Турции, и в Дубае, и в Египте. В общем, самые лучшие цены в Империи туризма в несколько раз дешевле, чем у туроператора будет у вашего, поэтому заходите по ссылочке в описании, проверяйте цены и отправляйтесь на экскурсии, хоть на морские, хоть на рафтинги, хоть там, я не знаю, исторические достопримечательности, в Анталию съездить и прочее. Трансферы тоже, кстати, из аэропорта можно заказать, так что переходите по ссылочке в описании, Империю туризма рекомендую. Так, ну а мы с вами все берем и идем тоже искупаемся в этой потрясающей водичке, ребята. В прошлые разы, когда я, кстати, здесь был, здесь не было такого кристально чистого моря, возможно, потому что очень мало лодок. Так, ну все, погнали купаться почему-то в американской бухте. Мы, казалось бы, на Мальдивах, какая американская бухта, непонятно. Так, ну что здесь у нас? Водичка, говорю, бомбиссимо. Людей еще не так много. Что же сейчас будет у нас на самой Суладе? Просто представьте, какая будет песня, сказка, какая будет красота. Всего 3 лодки пришвартовалось. Но, кстати, всего 3 лодки, а людей практически полный пляж. Чтобы вы понимали. Людей, мягко говоря, немало. Даже с 3 лодками. Слушайте, а вообще меня, конечно, вот в Турции радуют цены на экскурсии. Сколько лет они вообще вот не меняются. Еда растет, отели, конские цены. На экскурсии вообще ничего не меняется. В среднем экскурсии там 20-25 долларов, 30 долларов. И вот за то, что ты там целый день как бы ездишь по таким невероятным пейзажам, мне кажется, это однозначно, ну, стоит. Поэтому спасибо большое там и Империи туризма, и другим туроператорам, кто вот не поднимает все-таки цены на экскурсии. Потому что, блин, за эти деньги ты кайфуешь. Тебя еще и кормят. У нас сейчас будет обед. Чтобы вы понимали, мы здесь купаемся. У нас еще и обед включен в эти деньги. Короче, это огонь. Так что вот кататься на все эти морские экскурсии однозначно рекомендую. Если там какие-нибудь исторические, это тяжело, далеко, там долго. В автобусе трясешься, дорога какая-нибудь там сложная. Здесь тебя привезли быстренько. Сколько мы ехали? Ну, 30-40 минут. Мы от Кемера приехали вот в эту бухту. Ну, не в бухту, а к порту Вандрасан, где мы сели на этот кораблик, и все, здесь чилишь целый день, полдня, как минимум 5 часов, 5-6 часов экскурсия длится. Плаваем, наслаждаемся, кайфуем. Так что, по-моему, огонь. Так, ну а у нас начинается самое главное на любой экскурсии. Это, разумеется, обед. Так, здесь можно было выбрать рыбу или... Не, у меня уже курица. Я курицу выбрал. Здесь вот такая рыбка дорада. Здесь давайте. Так, окей. Так, 4 дыры. Так, окей. Ну, one more. Окей. One more. Окей. Здесь. Так, дыню еще здесь кладут. Хлебушек кладут. И кола фанта он еще здесь тоже есть. Что вот такой у нас здесь обед.
Так, ну что, у нас вот начинается обед, что хочется сказать. Есть лайфхак определенный для этой экскурсии. Например, в предыдущей экскурсии, когда мы ездили с вами из Кемера по бухтам, там сумки досматривают, и с собой нельзя брать там ни алкоголь, ну, воду пропускают. С водой, если придете, не проблема. Но алкоголь отбирают там и так далее. На этой экскурсии никто ничего не досматривает. Поэтому вы можете на эту экскурсию со своим там свежевыжатым или еще чем-то проходить. Вот вам рекомендация такая определенная есть. Взяли себе обед, взяли с собой что-нибудь такое веселительное и кушаете с таким потрясающим видом. А на лодке, собственно, там пиво стоит минимум $6. Туборг местный, не Туборг, этот Эфес. А если Карлсберг какой-то, то $7 или евро. Так что вот вам лайфхак, сэкономил вам немножечко денег. Так, ну все, мы приплыли уже на турецкие Мальдивы. Вот он, остров Сулада. И что хочу сказать, что это максимально минимальное количество лодок, которые я видел здесь за все время. То есть, короче, мы приплываем практически пусто. Сейчас будем с вами плавать, купаться. Смотрите, какого цвета вокруг вода. Ну, слушайте, ну реально местами где-то похоже на Мальдивы. Конечно, на Мальдивах такого количества людей не бывает, такого количества лодок не бывает. Вот, но чем-то цвет воды напоминает. Ну и, конечно, на Мальдивах пальмы. Где здесь пальмы? Здесь просто вот такая гора. Ну, слушайте, ну красиво. В общем, у нас здесь будет примерно там 45 минут поплавать, покупаться. Сейчас поднимем дрон. Но виды, конечно, бомбиссимо. И, блин, вот здесь вот реально Мальдивы стайл водичка. Вот здесь прям огонь. Так, ну все, выгружаемся, спускаемся. Посмотрите, какой цвет воды. Кстати, на дроне, наверное, даже летать не надо, потому что без дрона здесь виден нереальный цвет водички. Все, спускаемся, идем, побежали. Так, ну все, мы выгрузились уже на настоящие турецкие Мальдивы, практически оригинальные Мальдивы. Вот время у них здесь час, будем час ходить, купаться, наслаждаться всей этой красотой. Смотрите, какой цвет водички. И еще раз повторюсь, что количество лодок, конечно, минимальное. Чтобы вы понимали, в пик сезона здесь будет просто все уставлено. Кто помнит, у меня был выпуск, когда две яхты прям столкнулись, врезались друг в друга. Вот одна ехала вот там, другая ехала, и, короче, друг на друга. Скандалы, интриги, расследования. Вот, ну, давайте покажу, как у нас с вами выглядит Сулада. В общем, здесь совсем, ну, небольшой относительно пятачок, где можно пришвартовать яхту и где вот можно купаться. В левую часть уходите, там лодки не швартуются, и в левой части можно спокойно купаться. Так, ну что, вот она, основная зона, где можно искупаться. Сюда заходим, лодочки сюда уже не заплывают, здесь уже не швартуются. Можно вон влево идти, в левую часть пролезть. Там, кстати, такой мини-лаз есть, туда он там ходится, тоже фоточки получаются. Но вода, надо признать, прям вау. Водичка здесь прям бомбическая, прозрачнейшая. Слушайте, Мальдивы стайл, Сейшелы стайл. Даже больше Сейшелы стайл надо называть, потому что здесь вот камни есть. Мне кажется, что это больше на Сейшелы чем-то похоже. Вот, но назвали эти турецкими Мальдивами. Так, ну а мы давайте с вами сейчас сходим как раз и искупаемся в этой невероятной, потрясающей водичке. Вот с нами, кстати, едут подписчики. Так, а подписчики откуда? Привет передаем. Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону. Так. Курск. Курск, так. Ну и наша родина, это еще Новокузнецк. Так, у нас на стримах были, там, Была. вот говорили, что первый раз едете в Турцию. Как впечатление от Турции первый раз?
шикарные. Вы знаете, впечатляет. Когда первый раз, это, конечно, эффект И вау. сразу на Мальдивы из Турции, Сразу да? на Мальдивы, Сразу да. на Мальдивы. Ну все, давайте, всем привет передаем. Спасибо, Да? пока-пока. Вот, ну а водичка как в бассейне. Просто, слушайте, реально класс. Просто офигенно. Но, ребята, вот напишите в комментариях, как вам вот это все. Вот, может быть, кто-то скажет, что очень много лодок. Ну, слушайте, ну вот я беру, отворачиваюсь от лодок, и, пожалуйста, вам без лодок вид супер красивый. Супер красиво. Вдалеке у нас горы. Здесь камушки. Цвет водички бомбический. Не, однозначно эту экскурсию рекомендую. Рекомендую съездить просто по бухтам, там, под Кемером. Там, конечно, такого цвета воды нет. Наверное, все-таки сюда тоже рекомендую однозначно ехать. Вот, просто имейте в виду, что в пик сезона здесь будет пик людей и очень много лодок. Это тоже нужно иметь в виду. Ну и, разумеется, не забывайте подписываться на Telegram в первую очередь, потому что там в первую очередь выходит сторис в реальном времени. Вот. Ну и на Instagram. В Инстаграме небольшая задержка есть, поэтому обязательно подписывайтесь на другие социальные сети. Так, ну а сейчас мы заплываем в пещеру любви и потом уже будем отправляться с вами обратно в Кемер. Здесь такие фоточки, фотозона. Здесь заплывают прям корабли внутрь этой пещеры. Это финальная такая у нас остановочка. И плывем обратно в Кемер и продолжаем с вами изучать уже Кемер. Так, ну а сейчас давайте покажу, как выглядит за пределами отеля поселочек Чамюа. Ну, хочется сказать, что показывать-то особо и нечего. Чтобы вы понимали, это не Кемер. Здесь вот такие палаточки, там с сувенирами, с магнитиками. На той стороне всякие там шмотки, 3 полотенца за $10, вот все такое. Крупных магазинов нет, кафешек нет, где посидеть. То есть сильно проще, чем в самом центре Кемера, поэтому ни ночной жизни здесь ничего нет. Соответственно, если у вас отель без там, анимации, без дискотек, без ночной жизни, то в принципе будет скучно, поэтому многие выезжают, садятся там на автобус или на такси, едут в сам Кемер, вот, ну, либо, как я вот живу, я выбираю, чтобы потусить все-таки сам район Кемера, потому что там клубы, кафешки, барчики, ресторанчики, здесь все заточено на то, что у вас все включено в отеле, вам не нужно сидеть здесь никаких в кафешках, ничего такого здесь особо нет, может быть пара кафешек с какими-то там, я видел, раков что-то продают, ну, что-то такое необычное, что в отеле не поедите, выйти посидеть на набережной, никаких кафешек, разумеется, нет. Вот, вот просто вот такая вот улочка, пара мигросов, причем они микро, небольшие мигросы, и все. Вот это вся такая деревня Чамюа. Что вправо смотришь, что влево, плюс-минус одинаково. Это причем я вам показываю сейчас самый оживленный пятачок, где все вообще вот эти магазинчики находятся. Поэтому я предлагаю сейчас переместиться в сам Кемер и погулять по самому Кемеру, потому что, в принципе, вы можете отсюда сесть на автобус за $1,5–2 доехать на автобусе. Таксисты заряжают пипец сколько. Они заряжают там $15, $20 за то, чтобы проехать 5 километров.
5 километров до Кемера. Вот, вон там гора, видите, вот за эту гору просто переехать на такси 15-20 долларов заряжают вот эти желтые таксишки. Ну, а на автобусе 1,5-2 доллара доехать. Итак, друзья, ну а сейчас давайте с вами зайдем в самый популярный магазин Migros и посмотрим, какие цены в магазине. Что изменилось за год. Турки все время ноют, что у них все дорого, поэтому цены в ресторанах высокие, поэтому еда дорогая, все дорого. Сейчас посмотрим, какие цены в магазине. Правда ли или турки прибедняются и врут. Вот. Скажу заранее, что, конечно, врут, потому что цены ниже, чем в России на многие продукты. Вот поэтому сейчас зайдем и посмотрим. Да, ну и, кстати, у многих вопрос, как оплачивать. Российские карты, разумеется, не работают. Там ни виза, выпущенная российскими банками, ни карта МИР, потому что вчера видел, девчонки пытались, а у нас же виза. Почему она у вас не работает? Потому что российского банка. Вот, но вы можете сюда... Union Pay тоже, кстати, не работает во многих магазинах. Union Pay тоже смысла особого нет брать. Но вы можете взять доллары, оплатить в Мигросе, и сдачу вам дадут в лирах. Но, разумеется, если вы купите, там, не знаю, на 1 доллар отдадите 100 долларов, сдачи может не быть. Вот, так что вот такой лайфхак. И курс выгодный, банковский курс. Выгоднее менять не на улице доллары, а вот прям в Мигрос приходите и долларами расплачиваетесь, получаете сдачу в лирах. Так, сколько арбузы стоят? Арбузы стоят 12 лир килограмм. Сразу здесь на входе арбузы обычно лежат. И заходим, сколько здесь всякие фрукты, овощи. Так, давайте посмотрим, сколько стоят помидоры, например. Помидоры вот такие 49 лир. То есть чуть больше, чем 1 доллар. Так, что здесь у нас еще есть? Капуста 39 за килограмм, ровно 1 доллар. Яблоки 79, то есть это 2 доллара. Вот такие яблоки. Персики, абрикосы, я все время путаю, как это называется. Все, короче, 99 лир за килограмм. Вишня, кстати, точнее, черешня здесь почему-то дорогая. На улице крупная, обалденная, офигенная черешня стоит 300 лир. То есть меньше... Ну, сколько, 8 долларов, типа а-ля 8 долларов. В магазине здесь в Мигросе почему-то всегда дорогая черешня. Лучше покупать на улице, вот прямо рядом здесь. Да, ну а вы все знаете, что в мире нынче популярен дубайский шоколад. Он появился даже и в Таиланде был, и теперь он появился в Турции. Конечно, нужно хайповать на этой теме. И здесь вот такой шоколад, который называется Дубако. Как вам такое? Дубако. Знаете, сколько Дубако стоит? Вот такая шоколадка 200-граммовая, 179 лир. Ну, короче, недешево, мягко говоря, Дубако стоит. Вот. И маленькая Дубако стоит 35 лир, 35 грамм. То есть 1 лира за 1 грамм. Дорого это или нет? Я попробовал, ну, фигня фигней, честно говоря. Опять же, кто любит, кто пробовал настоящий дубайский шоколад, напишите, какой он на вкус. Он реально прям божественный такой или просто маркетинговый ход и пиар такой по всему миру. Да, ну и многих интересует, сколько же стоит пиво. Например, Эфес стоит 80 лир. Это ровно 2 доллара за 0,5. Вот винишко здесь стоит, вино стоит там 300, 350, 400 лир. То есть это меньше 10 долларов. Причем там за 6 вот можно найти. Я специально не показываю полки, потому что Ютубу не нравится, когда показываешь полки с такими вещами. Да, Балантайс стоит 1000 лир. И мой совет: покупайте алкоголь по прилету в аэропорт Анталии, потому что там цены ниже, чем в наших дьюти-фри в России, во всяком случае. И Балантайс там можно было купить что-то, ну, типа за 20 евро, по-моему, или долларов, не знаю, ну, в общем, дешевле, чем в нашем дьюти-фри, там дороже стоило все. Вот, ну и, разумеется, дешевле, чем и здесь. Так, что здесь самое обязательное брать? Это, конечно же, всякие айраны. Вот будете в Турции, попробуйте айраны. Вот это, кстати, хороший айран, стоит 36 лир за литр. Или если хотите попробовать подегустировать, а где маленькие? А, вон маленькие. Маленькие айраны стоят по 10 лир. Вот такой попробуйте. Ну, солененькие, прикольные айраны. Так, ну берем, смотрим. Курица. Килограмм вот такого набора 99 лир. Чуть больше, чем 2 доллара. 2 доллара 20, наверное. 99 такой набор. Такой набор 159 за килограмм. Ну, то есть, ребята, это меньше 5 долларов. О каких высоких ценах вообще идет речь? О том, что все у них здесь дорого. Я даже не знаю, вот индейка. Индейка стоит 189. Вот такой набор огромный.
Это почти килограмм. У нас, извините меня, это в России будет стоить гораздо дороже. Но при этом в ресторанах цены здесь в десятки раз выше, чем в России. Так, ну и главный продукт, по которому мы оцениваем цены в странах, это, разумеется, яйца. Яйца. Заглядываем, сколько стоит набор десяток яиц. Десяток яиц, больших крупных яиц, 62 грамма. Извините меня, это огромные яйца, 94. А вот, видимо, поменьше, которые 79. Меньше $2. Так, здесь такие, ну, крутые яйца, он опять же 82. Вот опять же пишите в комментариях, сколько стоят яйца в вашем городе. То есть меньше $2 за десяток яиц. Вот здесь всякие, опять же, сосиски, колбасы, там, нарезки и прочее. Но скажу так, что вот в Турции вот это все дрянь, конечно. Вот эти все сосиски, они крайне невкусные, картонные колбасы. Вот у нас гораздо лучше. В общем, я вот это даже и не покупаю, и даже не ем. Да, ну а что, кстати, я вам еще рекомендую попробовать, это салгам. Это офигенный сок из красной моркови. Вот покупать только надо с красной крышечкой. Вот такой, он острый. Опять же, для тех, кто любит острое, это прям супер. Spicy Purple Carrot Juice. Вот такая штука стоит 39 лир, $1, собственно. Ну, это очень вкусно, короче. И если вы это не пробовали, обязательно попробуйте. Я во многих сезонах про это рассказывал штуку. Вот, ну, опять же, и если любите острое. Если острое не переносите, будет тяжело, а вот это невкусное, кстати. Вот с белой, которая не острая, она вообще невкусная. Да, ну и самый главный, важный напиток, наверное, тоже по которому можно ориентироваться, кстати, это кола. Литровая кола стоит чуть больше, чем $1. 45 лир, полуторалитровая стоит 33. Вот это экономика в Турции, как говорится. Полуторалитровая стоит дешевле, чем литровая. Идеально. Да, в общем, пишите в комментариях, высокие цены в магазинах или нет. По-моему, ровным счетом, как минимум, такие же, как в России. Еще, мне кажется, что намного все и дешевле. Всякие фрукты, овощи, да много чего дешевле, чем в России. Поэтому, повторяюсь, турки постоянно прибедняются. Ой, у нас все дорого, поэтому у нас цены такие в ресторанах. Ребята, вообще недорого у них все. Еще и на бензин они постоянно жалуются, что у них дорогой бензин. Бензин, извините меня, у них стоит $1.20, ровным счетом, так же, как в Азии. В Таиланде, в Вьетнаме, Бали, Шри-Ланка, да везде цены на бензин $1.20, $1.30. При этом почему-то в ресторане во Вьетнаме я могу поесть на $1. Здесь я поем в ресторане на $20. Разница в цене в 20 раз. По-моему, просто это говорит о том, что турки немножечко жадные и немножечко прибедняются. А как думаете вы? На что еще хочется сказать? В Турции стал люто дорогой интернет для туристов. Задирают цены просто пипец. То есть минимальная сумма за туристическую сим-карту, а вы как турист купите только туристическую сим-карту, $40 за 20 гигабайт. Нужно дешевле? Нет таких тарифов. Нужно меньше гигабайт? Нет таких тарифов. То есть минимальная сим-карта стоит $40. Это дороже, чем на Мальдивах. Вы можете представить, в Турции, где все происходит на материке, где протянуть кабель вообще ноль проблем. Нет, с тебя дерут просто как непонятно с кого. Говорю, на Мальдивах интернет дешевле и, кстати, лучше. Вот, но есть альтернативный вариант оформлять eSIM. Я специально оставляю ссылки на 2 сервиса, где можно оформить себе сим-карту eSIM, электронная сим-карта. Вот, там ссылка на сервисы и промокоды на $5 на оформление, что по одной ссылке, что по другой. Поэтому оформляйте и экономьте в 2 или, по-моему, даже в 3 раза дешевле. eSIM-ка стоит, чем физическая в сотовом официальном салоне. Поэтому нет, в Турции, я говорю, цены просто на все. На еду, как в Европе, сим-карты, как на Мальдивах, дороже, чем на Мальдивах. Отели стоят, как на Мальдивах. Люди просто перестают из Европы уже ехать в Турцию. Люди из Германии, из Чехии говорят, блин, да мы в Европу лучше съездим, в Италию, в Испанию, в Грецию. Что турки творят? Я думаю, что вот после этого сезона, это уже будет финальная точка, турки поймут, что цены нужно снижать, потому что людей стало гораздо меньше. Уже все жалуются, и кто экскурсии продает, и с гидами мы ездим, тоже общаемся, и вот сами вот эти тоже говорят, людей мало стало, и по отелям видно, что мало. Короче, людей ездит меньше, поэтому надеюсь, что отдумаются в следующем сезоне.
Так, ну а сейчас давайте с вами выйдем на набережную, посмотрим, какие цены в Дакапа. Вот я здесь стою возле менюшки, ну, видно сразу, что и еще дороже. То есть дороже, чем на Лимане. Здесь вот сифуд пицца, например, 660 стоит. То есть больше, чем даже на 100 лир. Дороже $16 примерно пиццы здесь. Получается с морепродуктами, другие чуть-чуть подешевле, даже 580-570 лир. Паста стоит, блин, 740, почти $20, 600 лир, 695, 695, господи, боже мой. Короче, ребята, Турция стремится обогнать уже Европу. Паста за $20, ну, чтобы вы понимали, ну, все показывать не буду здесь. Стейки там уж, разумеется, тоже 1200, 1200, 1200. Короче, это за $30 уже там переваливают стейки. Ну, давайте выйдем с вами. Меня даже здесь и не пускают снимать. Говорят, типа, если будешь садиться, то иди снимай. То есть, снимай даже. Я им рекламу тут когда-то делал, а они меня даже не пропускают. Окей, настолько здесь приватная территория. Хорошо, спасибо вам. Вот, говорю, делаешь людям добро, снимаешь рекламу, там, популяризируешь, вы название спрашиваете, а где, чего, как. Хотя люди даже не пускают сюда. Пошли бы в задницу. Хочется сказать, за $20 вы меня еще и не пускаете. То есть вам рекламу хотят сделать, они видят, что я снимаю, и даже не пускают на пляж показать вам его. Окей, до свидания. Дакапа, до свидания. Вам рекламу поделал одно время. Теперь не буду даже ходить к вам. Пойдемте с вами в ту сторону, и там есть тоже красивые кафешки, как раз с видом на всю эту бухту. Сейчас прогуляемся. Так, ну что, а здесь вот застроили уже пешую улицу вдоль вот этого полуостровочка. Вдоль можно прогуляться. Там, собственно, Moonlight, там как раз вон Дакапа, там всякие Никсы находятся. Там вот песчаный пляж, и здесь постелили набережную, вечером зажигаются огонечки, здесь тоже поставили кафешки, но они тоже раньше были, но людей сюда мало очень ходило, потому что не было плитки. Я помню, мы здесь ходили по грунтовке по такой, но сейчас сделали все такое цивильное, гулять, смотрите, мороженое даже продают, то есть типа какая-то такая парковая зона здесь появилась. Спасибо, что-то там, витаминный бар всякий. И здесь такая кафешка, как называется, Мауна. Вот она, кстати, стильная такая. Вечером здесь даже костер какой-то разводят, музычка здесь играет. Ну, то есть вот стал вот этот полуостровок такой стильный. Вон даже сейчас играют, смотрите, какая стильная здесь атмосфера. Так. Короче, такое модное заведение, видите, не то что с диджеями, с музыкантами, которые там играют на каких-то аутентичных инструментах. Вот опять же сидишь с видом на море, красиво. Вот, так что прогуляйтесь по этой части полуостровочка, даже не знаю, кого правильно называть, как это назвать часть. Если та часть называется Мунлайтом, то это какой-то полуостровок рядышком с Мунлайтом. Да, ну цены, собственно, в таких заведениях тоже все равно ничего ни капельки не дешевле. Получается у нас пиццы 560, 560, 580 лир, 680. Так, ризотто всякие 640, 780, 720, 560, что-то самое там дешевое. Вот, что хочется сказать, конечно, ценник, еще раз, как в Европе, но отношение... Пипец. Я, честно говоря, в шоке. Вот это, я им снимаю, я им показываю, они типа, нет, нельзя даже заходить. Что это такое, блин? Цены, как в Европе, отношения не пойми как к кому. Я вот здесь рассказывал тоже на стриме. Хотел купить, поторговаться за духи. Знаю, что их цена $10. Ребята из отеля покупали, сказали, им цена вообще $5, по идее. Супер нестойкие вот эти подделки, которые продают. Думаю, там что-то мне понравились, думаю, возьму. Вот, он начинает там 60, потом до 40 доходит. Говорю, не, давай за 10 максимум беру. Берет, отталкивает просто и что-то бухтеть. Иди, типа, вали отсюда, и все. Вот, ну, как отношение пренебрежительное, цены офигительные. Что с турками вот случилось? Я говорю, ну, не случилось, а они такие были. Они изначально такие были, просто они
С каждым годом все наглее, наглее, цены выше, выше, выше. Уже европейцы к ним даже не едут. Уже все говорят, дорого. Ребята, остановитесь. Короче, туркам пора одуматься. К ним скоро вообще никто не будет ездить. Еще тем более с таким отношением, что даже не пускают поснимать про них что-то. Так, ну а вечером Лиман превращается в пешую такую вечернюю улицу, где все шопятся, покупают всякие сувениры. Здесь и шмотки, и вон и сувенирчики всякие, и духи. Вот, кстати, по поводу духов сейчас, наверное, найдем, скажу. Всякие там шмотки Луи Виттоны брендовые, оригинальные, турецкие или китайские, даже не знаю, там Найки. Ну, короче, подделок очень много, там по 20-30 долларов. Вон, кстати, духов очень много, многие их покупают. Вот, но с духами интересная история. Ребята покупали духи. Пробники стоят, ну понятно, что тоже не оригиналы стоят. Вот здесь пробники, ты душишься пробниками, покупаешь, собственно, купился вроде как бы неплохой пробник, да, крутая подделка там арабская какая-то. Вот, покупаешь духи, открываешь, а там другие. Они вообще держатся 5 минут. Ребята купили, накупили там на 50 долларов. То есть по 10 долларов упаковка. Приходят, говорят, вообще по-другому пахнут. 5 минут только держится. Вот. И потом я к продавцам подхожу, они реально показывают. У них две разных упаковки. На одной там какая-то одна наклеечка. Говорят, вот эти будут духи стоить 40 долларов. А вот которые без наклеечки, они будут 10 долларов. Вот за 10 долларов будет держаться 5 минут. А те, которые арабские, за 40 долларов они здесь будут продавать, ну, они будут держаться там подольше. Вот, так что имейте в виду, что здесь такой лайфхак, вы вроде как бы даже, может быть, подушились, потом купите, а это будет вообще не то. Вот, ну, а больше здесь особо делать нечего, если там бриллианты можно купить. Кстати, всякие пахлава тоже здесь на развес это все продается. Ну, чисто туристическая, понятно, что самая дорогая улица. Вот, типа как, знаете, Арбат у нас. Кстати, тоже стоит отметить, что лет 5 назад здесь вообще проходу не давали туристам. Тебя постоянно... Послушай, подойди сюда. Все стало тихо. Несколько лет назад же закон издали. С Алании еще началось, я помню, что запретили приставать туркам к туристам. И сейчас реально, вот видите, они просто сидят, чаек там попивают в уголочке. И вообще, в принципе, никто даже не трогает. Ну, там, независимо, там, с камерой я иду, без камеры, никто особо так и не пристает. Поэтому в этом плане комфортнее стало ходить, чем там, 5 лет назад абсолютно точно. Ну, опять же, вот они, духи по 2 евро, типа написано, да? По факту они будут за 40 их продавать. Здрасте, да. Давай, привет. Надо. Да, надо, давай. Да, не надо. Спасибо. Вот, да. Ну, короче, в таком формате, там вот это подарок, заходи и прочее, а потом начинается вот это все 60 долларов, 40 долларов. За 40 долларов не покупаешь, меня он даже отталкивал. Вот, ну, до такой степени, ничего себе ты. Я знаю, что 10 долларов максимум цена этим духам. Так, ну а сейчас давайте посмотрим, как проходят ужины в нашем отеле. Хочу сказать так, что буквально полчаса назад здесь места было негде присесть. Я с трудом себе нашел место. Вот, ну а сейчас уже гораздо посвободнее. Но все равно, короче, проблема, которая вот, была в самом начале, что присесть негде, она, вот, ну, она даже, слушайте, через полчаса все равно есть, но свободные места какие-то присутствуют. В общем, идем, видите, вообще ни одного свободного. Слушайте, да нет, все-таки проблема, она сохраняется. Свободных столов нету. Так, заходим внутрь. Здесь у нас всякие там супы. И здесь у нас всякие, опять же, салаты, всякие соленья, оливки, маслины и прочее. Но главное находится на улице. Вот говорю, плюс в том, что в этом отеле готовят что-то на гриле на улице. Самое вкусное не внутри здания, а снаружи. И здесь он тоже всякий рис, тушеная курица. Это не самое вкусное на улице. Вот там прям жареная курочка. Лучше оттуда взять. Вот здесь какие-то шницели, еще что-то, еще вот такое, вот так вот. И здесь фасоль в кастрюле.
Вот, пойдемте посмотрим, что у нас с вами на улице вообще дают. Там самый сок, там и рыбу жарят, там и курица жарится, а и пиде еще там делают, турецкую пиццу. Вот здесь опять же всякие салатики. Но, кстати, быстро прям пропадают помидоры. Я люблю помидоры есть, а помидоров прям вот, смотрите, разбирают. Остатки салата остались. Очень быстро почему-то здесь заканчиваются помидоры. Так, и здесь он готовит, прям смотрите, в печи пиццы традиционные турецкие, как они, пиде называются. Смотри, как расстилают, прям туда хопа, туда загоняют. И здесь он прямо с курочкой и с сыром можно выбрать вот такие штуки. И здесь у нас форель, видите, никто уже не берет форель, все форели объелись. Всякая паста, здесь картошка фри, здесь курица. Ну, чтобы вы понимали, полчаса назад здесь вообще было не протолкнуться, просто я даже не мог сюда встать. Все, полчаса прошло, никого нет, еду готовят, еду подкладывают, поэтому смысла к самому началу ужина, обеда подходить нет. Еда не кончится, не переживайте, потому что я так понимаю, что у многих рефлекс Советского Союза, если стал кто-то в очередь, нужно срочно вставать. Вот 10-километровая очередь, даже не подойти было. Так, здесь у нас остались еще арбузы, потому что мы с вами на обеде приходили, арбузов что-то не было, быстро разобрали. Здесь тоже арбузы. Ну, в принципе, слушайте, по фруктам проблем особых нету. И арбузы, и дыни, и яблоки, и персики, и абрикосы, все это здесь докладывают. Так, разумеется, опять же, всякие тортики, сладости, все супер-мега не полезное. Я к этому не притрагиваюсь, потому что я знаю, что я притронусь к этому, меня раздует просто на 10 килограммов. Поэтому я это даже не беру, тарелку даже не накладываю. Так, ну что, у меня получается вот такая тарелка. Это у нас пиде с курицей прям. Интересно, кстати, с сыром тоже очень вкусная. Ну, быстро разбирают. Здесь жареная курочка, здесь лучок. Тоже, ну, вот опять же, овощная какая-то тарелка. Ну, голодными точно не останетесь. Мохито делают. Вот. В плане еды вопросов особых нет. В плане мест очень много вопросов. Как всех людей рассадить. То есть, ну, мест не хватает. Короче, ходишь полчаса, чтобы найти себе место, чтобы присесть. Это вот реально лучше приходить чуть попозже, в серединке. Не надо под конец приходить, потому что под конец реально может что-то закончиться. А в серединке самое то приходить. Что в Аздаме, что здесь. Вот, поэтому пишите в комментариях, как вам такой, в принципе, ужин. Говорю, ну, вкусно. Там и рыба была, ну, рыбу уже, я уже наелся этой форели, ничего особо такого нет. Вот это вкусно, я знаю. Вот, поэтому все. Всем приятного аппетита. Как вам такой ужин в такой вот атмосфере? Сейчас будет там анимация проходить. Ну, анимация, конечно, здесь слабенькая, но я тоже вам ее сейчас покажу. Я эту пиде ем с курицей и вау. Слушайте, она очень вкусная, блин. Здесь, кстати, классно. Они в печи прям делают все. Это не разогретое, там не что там. А прям тесто. Я вчера ел просто с сыром, а эту пиде с курицей я еще не ел. И прям скажу вам, очень вкусно. Прям как в ресторане. Огонь. Так, пойду еще за добавкой, походу. Реально, по еде вопросов нет. Еще это лучком так закусить. Еще это мохито все повернуть. Друзья, ну что ж, пишите, как вам сегодняшний выпуск, как вам Чамьево, как вам отель, как вам сегодняшние экскурсии. Вот, не забывайте подписываться, если еще не подписаны, не забывайте про пальчики вверх, не забывайте писать ваши комментарии, ну и не забывайте поддерживать канал донатами через QR-код здесь, по ссылочке в описании можете поддержать любыми 100 рублями. Путешествия, я хотел сказать, экскурсии нынче дорогие. Путешествия нынче пипец какие дорогие. Деньги улетают просто в путь. И если вы хотите, чтобы контент выходил и дальше на канале, очень важна ваша поддержка. Большое спасибо всем, кто поддерживает выпуски. Большое спасибо всем, кто поддерживает стримы. Каждую субботу по вечерам у нас с вами в прямом эфире проходят прямые эфиры, стримы на канале. Я делюсь впечатлениями, веселимся, проводим весело время. Так что не забывайте заходить по субботам на стримы. Вот, ну еще раз, большое спасибо всем, кто поддержал выпуск. Большое спасибо всем, кто поставил пальчик вверх, написал комментарий. Ну и мы с вами увидимся в следующей серии. А следующая серия будет про Каппадокию. Нереальное место в Турции. Очень красиво, очень необычно. Поэтому Каппадокию обязательно посмотрите в следующей серии. Ну и всем спасибо за поддержку. Всем чао, всем пока. Блог путешественник.
сердце